Итак, ребят, всем привет. С вами Lexus, с вами Анатолий. Привет. Сколько мы, Саша, с тобой не виделись? Я думаю, года 3. 3,5, может быть. 2017 год, 2018 год, лето, топ Best of 5 в Гамбит. Угу. Так что 3 года прошло уже с нашей последней встречи. Как, Саша, изменилась твоя жизнь? Много опыта набрался с разных команд. Пошли хорошие годы, как я это называю. В Гамбитах поиграл, в Турции поиграл, сейчас здесь, надеюсь, тоже покажу хороший результат. Как-то так. Ну, давай не будем так далеко ходить. Начнем с 2020 года. Вот, 21 года, извините, с этого года. Угу. Это, получается, последний сплит в Гамбит и первый сплит в Турции. Начнем с Гамбита. Там, так скажем, я думаю, все верили в том сплите. После вашей победы над Юол и в целом на всей турнирной таблице после второго круга, после первого круга, когда вы заменили Лесника, все думали, что вы займете топ-1 почти точно и отправитесь на МСА. Что вообще случилось? Почему тогда произошел такой проигрыш Юол? Но тогда действительно все думали, что, особенно после нашего винстрика, после замены в 10-11 игр, что мы должны брать сезон. И у нас было ощущение такое, я даже в интервью говорил это. Но по итогу, мне кажется, мы очень сильно, как-то сказать, стакнулись об Серафину, стакнулись об Сену и не выявили проблему в этих пиках. У нас не получалось наказывать, у вас, по-моему, тогда лодик был, верно? И это было слабое звено на тот момент, мы могли это обузить, но не получили достаточно преимущества, сколько могли мы тогда с Шиганари, как я это вижу. И по итогу мы проиграли. Ну, так, как оно есть. А вот смотри, более фактор, самый главный, это неуверенность в своих силах как команды. Потому что до этого проигрывали довольно сколько финалов, несколько точно проиграли Юолу. Или вы спокойно с чистой головой подходили к тому финалу и только пики сказались? У нас была, у меня и тогда у нашей команды, я думаю, чистая голова была. Мы знали, что мы, наверное, в нашей самой лучшей форме за все наши встречи. И что более важно, вы были в самой плохой форме из всех, что у вас были. И мы осознавали, что сейчас был лучший момент для того, чтобы вас выиграть. И что если мы не сделаем это сейчас, то, возможно, уже никогда это не сделаем. И мы do or die, как говорится, мы пытались сделать do, но в итоге die. Ты прям говоришь «вас». Нас. Все, Саша, уже нас. Вы пытались выиграть нас, можно так сказать. И твой следующий сразу сплит в Турцию. Как вообще ты вот пошел на это? Обычно игроки боятся еще немножко, уходят в Европу играть, там, уходят там, первую лигу, там, может быть, например, там, Германии, Испании, и все равно еще они остаются дома играть, потому что обычно ЕРЛ-лиги, если мы так называем, они все-таки из дома играют. Ну, СНГ игроки обычно играют их из дома, если там не берем какого-нибудь Занзу, который играет в Австралии, в Боткемпе, в Леке. Вот, а ты прям сразу, так скажем, с места в карьер в Турцию. На Боткемп. Ну, во-первых, играть за границей, эта мысль была не спонтанная, она держалась в моей голове последние несколько лет. Наверное, начиная с М19, это был прямо самый крушительный момент, потому что после М19 сплита у меня были хорошие результаты как у игрока за карьеру, но при этом никто меня никуда не хотел брать. И до последнего я думал, что я тогда пропущу сезон, но в итоге по случайности я попал в Dragon Army. И после сплита в Dragon Army я понимаю, что я могу найти что-то больше, но в СНГ у меня самореализоваться как-то не получалось. Я эту мысль выдерживал, но все время находились какие-то варианты, потом пошел в Рокс. И, скажем так, после гамбитов это накипело. Гамбиты ушли, причем они сказали об этом нам достаточно поздно. У каждого были планы, более того, гамбиты обещали нам то, что... Да, были такие слова, то, что они не уйдут из лиги, то, что этот сплит весна вам на раскачку, вы будете стажером играть, там летом... Подготовка к летнему сезону и в целом звучало достаточно логично. Но случилось так, что мы не выиграли, их результаты не обрадовали, и нам через полмесяца, 20 дней обсуждения, что будет с ростером, нам сказали что все, состав дисбандится. Дальше, соответственно, я пытался найти команды, все, я думаю, из нас пытались найти какие-то команды, первично по инерции все, наверное, искали волсел, как это было всегда у всех, но банально никто не хотел платить даже близко, как это было в гамбитах. То есть там прилетел 1-2 оффера, где было там плюс 20, плюс 30 тысяч от минималки, то, что там есть. Мы поняли то, что за такие финансы играть
нерентабельно, наверное, и решили попытаться писать посты в Твиттере, попытаться поднимать какие-то контакты из Солоку, из френд-листов. Кто-то хотел по более простому пути подписываться с агентствами, чтобы агентства находили им команду. И как итог, это оказалось более правильное решение, потому что меня с Шиганари хотели в достаточно неплохое количество команд, скажем так, подписать, но у меня была сложность, потому что я не смог пройти все трояуты, которые я хотел. Это было сильно связано с тем, что гамбиты сказали нам поздно о том, что они уходят. Грубо говоря, это было так, что в конце апреля у меня была запланирована поездка, и оттуда я бы не смог практически играть в трояуты. Пинг был бы 140-120. Вот. И гамбиты ушли, я начал искать команду, пришлось играть трояуты, я поиграл перед уездом пару дней, уехал и оттуда играл с пингом 120-140. Но я за все команды, соответственно, предупреждал. Но я знал, что если я буду искать очень высокого уровня команды, то я не пройду их, и я даже пытаться туда не буду. И в целом вариант в Турции мне показался привлекательным. Вот. Тем более я буду с Шиганари, так будет проще, потому что я знаю, чего ожидать от Шиганари. В целом мы с ним хорошие друзья, и в новом месте это будет более легкий опыт. А ты знал, чего ожидать от турков? Не так много. Я знаю то, что к ним плохое у некоторых людей отношение по Солоку, то, что они бывают очень агрессивные, токсичные, но в целом, я думаю, они по менталитету очень похожи на нас. Мандраж был? Когда в самолет садился? Или когда соглашался? Мне кажется, самый большой мандраж был не когда я вылетал, а когда я приехал, меня встретили на машине, там был менеджер, там был тренер, один из нескольких, как я потом узнал. Вот, и нам нужно было ехать минут 30-35, и я их никогда не видел, они меня никогда не видели, и нам нужно было как-то начинать строить контакт, отношения, настраивать канал связи. Вот, и вот тогда был мандраж, я не знал, что говорить, они пытались как-то это разбавить, но получалось с трудом, но по истечению уже следующих там нескольких дней, недель уже как свои стали друг другу. Английский подтянул? Да не особо, потому что, я думаю, то, что у меня на нормальном уровне английский, я считаю то, что люди, которые работали там, часть людей, самый главный менеджер имел даже очень плохой английский, вот, и самый важный человек был он. А все остальные имели, такой же уровень английского, наверное, как у меня. Где-то лучше, где-то хуже, поэтому просто, не знаю, из-за того, что я больше на этом языке стал говорить, наверное, чуть быстрее это начал делать и меньше времени на обдумывание. Есть какая-то одна веселая история? Небольшая. Веселая история? Чтобы все могли покекать. Есть грустная история. Есть грустная история, что у нас начинался сезон, к нам приехал друг организации, он работал в Бешикташ год назад, потом полгода назад он уехал в Бразилию, его команда поехала на чемпионат мира, а его кикнуло. Он приехал к нам и начал давать нам советы, что надо делать. Он смотрел за нашими пиками, общался с нами, и это проходило в течение нескольких недель. Он приезжал раза 3 в неделю, я думаю. И вот это все смотрел, наблюдал, плюс у него, наверное, были все записи наших игр, которые мы вели. А по истечению 3-4 недель мы узнаем то, что он на самом деле не был даже подписан с организацией, его перекупила другая турецкая организация, с ними он подписал контракт, у них он стал основным тренером, и он знал все про нас, и у нас с ним была игра, где мы и проиграли. Повлиял, думаешь? Да, 100%. Мы, конечно, ожидали, и все наши 3 других коуча говорили то, что мы его переиграем и знаем, что он знает, но на самом деле не получилось. Ладно, давай так вопрос поставим тебе следующий. Переходим от прошлого к настоящему, может быть, будущему. Угу. Чем ты занимался, когда тебе пришел оффер от Юла? Сплит закончился там в конце августа, что ли, в начале сентября мы поехали домой, и, соответственно, после такого сезона долгого
начинается самый большой межсезон в 3-4 месяца, и, очевидно, сентябрь, мы хотим просто отдохнуть. Поэтому дома я просто встретился с родными, встретился с друзьями. В конце месяца наконец-то встретился с девушкой, которая приехала. Вот, и просто проводил обычно время, отдыхал и периодически поигрывая соло-ку. Вот. А настоящая движуха уже началась где-то к октябрю. И я так понял, что было принято после результатов на ЧМе окончательное решение разойтись и собрать новый состав. И где-то после 10, 12, 13 октября уже начались более глубокие обсуждения, уже всплыли первые трудности, которые на самом деле очень были болезненные. Например, как это обычно бывает за границей, когда ты на контракте, с тобой заключают контракт на большее количество времени. То есть у нас закончился сплит в сентябре, но контракт до 15 ноября. Почему? Потому что это логично, если мы попадаем на чемпионат мира, если мы на чемпионате всех выигрываем, то чтобы мы были в этой организации до конца. Если в середине ЧМ закончится контракт, то у нас типа никаких обязанностей нет. И вот это звучит логично, но первая трудность: в октябре наш контракт еще не закончился, и по контракту мы не можем играть никуда никакие трайауты. И тут я Шиганаре написал о том, что вот мы с вами показали хороший результат, мы с вами в хороших отношениях и сделали друг для друга услугу. Сейчас бы хотелось, чтобы вы нам дали возможность искать команду, как это обычно бывает у всех организаций. Они сказали то, что нет. Мы такие, почему? Они никак это не прокомментировали, сказали, что мы еще к этому вопросу вернемся, грубо говоря, там через неделю. Проходит неделя, нам говорят то, что нет, мы вас не отпустим, мы только если, соответственно, вас выкупят. Вот. И тут уже были большие трудности, потому что Йолы не могли нас трайаутить, потому что Бешикташ нас не отпускали ни в какую организацию, никуда, ничего. Вот. Но я так понимаю, что у Йолов была 100% уверенность, то, что вот нас, Шиганаре, Йолы хотели подписать по нашему, скорее всего, результату в Турции, поэтому они связались с турками, они выкупили нас, и затем уже началось построение команды, начиная с ботлейна. Как тебя команда устраивает? Да. Топ-1? Топ-1. Или вот, ну, возможно. Я думаю, то, что у нас были возможности взять всех, кого мы хотели, и возможности, и ресурсы, и тут уже просто все лично зависело от нашего мнения. Как мы считаем, с кем мы сможем хорошо работать, кто нам подходит, кто впишется в команду, а кто нет. Поэтому несколько кандидатур на самом деле не рассматривались, особенно по опыту, по отзывам прошлых тиммейтов, не буду называть никнеймов. Вот. Но сейчас я ростером очень доволен. Что касается планов лично твоих, мы еще потом глубже поговорим про состав Йол, будущих интервью, как тебе в целом тренировки и тому подобное. Сейчас нам хотелось именно познакомиться с тобой и начертить небольшой путь до Йол. Какие твои личные планы на 22 год? Тут все очень-очень просто. У меня сейчас такие же ощущения, как когда я попал в Гамбит. Потому что до Гамбит я считаю, что я был в, может быть, хороших организациях, в средних организациях, но Гамбит на тот момент была лучшая организация, в которой я тогда играл, и я понимал, что вот после Роксов сейчас точка X, где я должен сейчас трайхардить, где я должен много играть, где я должен стараться, не лениться, и это должно потом оплатиться в виде чего угодно, в виде результатов, в виде, я не знаю, это может быть по-разному интерпретировано. Вот. И сейчас я чувствую себя точно так же, то что Йол — это 100% лучшая организация, где я играл из всех, и сейчас снова просто нужно в этот войти рабочий процесс, где нужно выкладываться на 100 и иногда больше процентов, чтобы были результаты. Ты готов? Да. И хочешь? Да. Тогда удачи тебе желаю в этом. Спасибо большое за интервью. Еще увидимся. Увидимся. В следующей рубрике, а также еще в новых интервью. Спасибо, ребят, что смотрели. С вами был Лексус, с вами был Анатолий. И увидимся совсем скоро. Всем пока.